Всем привет! Сейчас расскажу про рисование иллюстраций, как обычно на примере моего проектного скетчбука, на примере реальной работы. Например, все это моменты, которые мне необходимо было отрисовать для того, чтобы иллюстрировать мои проекты. Проект небольшого комплекса деревянного зодчества. Все это выполнено линером. Линер вот такой, простой и симпатичный, это Winsor & Newton. А это моя обычная типичная графика, и поговорим об этом. Я постоянно использую такую графику в моей практической работе, и это, в принципе, уже не составляет проблемы. То есть огромное количество графики было нарисовано, и оно все время идет и повторяется. Если интересно научиться такой графике, то ссылка у меня на сервис Boosty в описании к видео. Переходите, подписывайтесь, используйте. Мне постоянно приходится иллюстрировать свои проекты для того, чтобы передать свою мысль из моей головы, из моей проектной идеи графически на лист, чтобы клиент меня понял. И это практически всегда иллюстрация. Тогда, когда я работаю в скетчбуке, это вот как раз и есть этот иллюстративный момент. И что для него важно? Вот сейчас проговорю. Важна некоторая такая универсальность стиля. Например, если я думаю про вот такой вот рисунок, для того, чтобы нарисовать его подробно, мне не нужно очень много времени. Если я думаю про такой рисунок, тоже не очень много сил, не очень много времени. Например, смотрите, человечки супер условные. И все то же самое происходит и с другими работами. Все очень просто, универсально. То есть я могу это делать таким инструментом, могу таким, могу таким, могу таким, могу таким. Нет проблемы. И в принципе все вот эти вот специальные инструменты мы можем отодвинуть в сторону и взять какой-то, вот, например, вот такой, и им одним обойтись. Он сам по себе довольно эффектен и самодостаточен. Техника такого рисования, она предполагает маленькое вложение усилий, небольшое вложение времени, но такой в целом очень эффектный результат. Из чего этот результат складывается, это такие основные моменты, которые просто нужно знать. Это композиция. Композиция на листе. Вот у вас есть какой-то лист, если вы в нем закомпонуете какие-то пятна, пускай даже не очень изощренного рисунка, довольно простого, но закомпонуете гармонично, вот почему про это нужно знать с самого начала, то у вас будет внешне издалека привлекательный рисунок. Может быть, когда подойдем поближе, там посмотрим всякие детали, там могут возникнуть проблемы. Но издалека в целом это будет большой, сильный, закомпонованный рисунок. И для того, чтобы отработать вот это вот там приемы компоновки, не нужно очень много времени, но лучше вложиться этим временем в начале обучения рисунка. Тогда даже не очень хорошие наброски, они будут смотреться хорошо, как ни странно. И, например, если мы посмотрим на этот разворот листа, вот он такой, вот сам скетчбук, то мы увидим, что здесь есть некий ритм темных пятен, и все это положено в пространство листа. Вот здесь недорисованная часть, вот здесь недорисованная часть. Но это нормально, потому что это все такая практическая работа, которая в моменте изменяется и может быть дополнена чем-нибудь. Но вот здесь что важно. Вот эта отдельная страничка гармонична, вот эта отдельная страничка гармонична. Если мы пройдемся по каждой страничке отдельно, то увидим, в целом есть ритм пятен. Вот это пятно, 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 вот это пятна. И также каждый из фрагментов, например, треть вот этой страницы, раз, два, три, тоже разделена на такие моменты. Вот это пятно, вот это пятно, вот это пятно. Вот это пятно, вот это пятно, вот это пятно. Вот пятно, вот пятно, вот пятно. Если вы работаете такими интенсивными, такими сильными структурами, то по сути получается, что вы компонуете на листе не изощренные, отрисованные подробно моменты, а как будто бы пятна. Вот здесь должно быть что-то нарисовано, вот здесь немножко, вот здесь побольше. Вот здесь самые интенсивные, здесь самые менее интенсивные, здесь средние. Здесь, например, наиболее интенсивные, средние, наименее интенсивные.
И ваша задача, получается, отрабатывать вот такие вот структуры, когда вы берете и из нескольких простых элементов на пространстве листа делаете вот такие вот композиции. И они должны быть завязаны между собой, перекликаться. Тын-тын-тын, тын-тын-тын. Как это отрабатывать? Это отрабатывать очень просто. Можно рисовать все, что угодно. Берете любой листик и на нем рисуете вот такие вот закорючки. Главное, чтобы сами закорючки в целом в листике смотрелись симпатично. И это в какой-то степени близко к современному искусству, как это ни странно. А потом, соответственно, вот такие вот пятна вы можете детализировать и конкретизировать. Например, если вам нравится рисовать архитектуру, то можно рисовать архитектуру таким способом. Или рисовать человечков, или рисовать цветочки, или рисовать машинки. Ну, собственно, вот на такой идее сначала первичной композиции в листе, какой-то странной истории рисовальной, на вот этой построена эффектность моих скетчбуков. Могу нарушать собственные же рекомендации и принципы, потому что это все рабочая история. Вот, например, вот здесь я начал заполнять, я подумал, что я заполню эту историю довольно плотно, но так не получилось. Вот здесь я продолжил вот эту вот историю заполнять, вот здесь начал развивать и автоматически стараюсь корректировать, делать баланс. То есть вот здесь у меня получилась максимально интенсивная проработанная история. Вот здесь я дополнил тем, что принес больше темноты вот в эти области, чтобы они работали, например, так, перекликались. Смотрите, как это работает. Вот здесь принес больше декоративности, мелочности. То есть, по сути, какие моменты можно использовать на свою пользу? Можно использовать ритм. Темные пятна, светлые пространства. Или светлые пятна, темные пространства. Например, вы берете бумагу черную и рисуете на ней мелом. Вот получится такая вот история. Как можно еще использовать ритм? Это чередование прямоугольной формы, округлой формы, треугольные формы, ромбические формы. Из них происходит композиция. То есть какая конкретная рекомендация, если вот я не знаю, что вы рисуете, но, например, там рисование архитектуры и пейзажа. Это комбинирование между прямоугольными формами, формами домиков, и комбинирование между округлыми формами, бионичными формами зелени. Здесь как раз вы видите вот такой вот пример, когда прямоугольная форма через ряд плавных бионичных переходит тоже в прямоугольную форму. И прямоугольные формы, они пересекают вот эти бионичные истории. Тоже, например, вот здесь при виде сверху такой ритм округлых форм рядом с небольшой речушкой и вот эти вот прямоугольные формы зданий. Тоже, например, вот здесь, на вот этом большом развороте, эти округлые формы бионичные и угловатые формы архитектурных сооружений. Вот здесь переходят друг в друга. Как в реальности это работает хорошо, так и на листе это работает симпатично. Для иллюстрирования этого подхода покажу немного хаоса. Вот еще один разворот моего скетчбука. И здесь я работал для того, чтобы выработать какие-то идеи, которые перенес вон туда, на этот листик, который выглядел немножко более презентабельным, немного более парадным. В том листе, который более парадный, презентабельный, у меня уже было понимание того, как я хочу, чтобы пришла вот эта вот моя графика на лист. И я уже с большим пониманием делал графическую историю. А вот на этом листе я разрабатывал скорее не формы того, как лежат вот эти вот рисунки на моем скетчбуке, а именно формы архитектурные. Я пытался их понять и отрабатывал. Поэтому там в скетчбуке постоянно такие перегибы, такие косяки, это нормально, нет проблем. Давайте пройдем по этому листу чуть подробнее, чтобы у вас было наглядное понимание того, о чем я говорю. И что это все не очень сложно. Это все очень доступно. Сначала посмотрим на общую композицию и найдем тут тот же самый ритм. Пятно, 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 пятно. Пятно, 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 пятно. И вот это вот такие вот пятна, которые могут быть не такими конкретными, как, например, в моем скетчбуке. Смотрите, детальки прорисованные и блоки текста, а совершенно абстрактными. Тут может быть нарисовано что-нибудь другое, но если оно будет сформировано вот такими блоками, пятнами, то это уже будет симпатично. Блоки, пятна и ритм — это невероятно простой и сильный способ для того, чтобы перейти в историю такого вот прям эффектного рисунка. Ну, надеюсь, с этой ситуацией все немножко понятно. И посмотрим теперь в детали,
как вся эта история работает. Например, вот это вот изображение. Мы видим, что оно построено на простых прямоугольниках. Прямоугольник, прямоугольник, прямоугольник. Здесь тоже несколько простых прямоугольников и фигурка человечка для самоштабности. Тут проведены размеры 6 метров на 3,5 метра. Это примерно условные размеры, которые я думал, что могут быть актуальны. И кроме этого больше ничего. Ну, плюс еще вот такая вот небольшая штриховка. Тын-тын, тын-тын, тын-тын. О чем это нам говорит? Посмотрим также сюда. Здесь вся та же самая ситуация. Прямоугольник, прямоугольник крыши, прямоугольник, прямоугольник крыши и треугольник. И плюс размерная история. И небольшой ритм. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6. То же самое вот здесь. То же самое вот здесь. То же самое вот здесь. Это очень простая структура. Если вы взяли и на постоянной основе отработали немножко вот эту вот историю с ритмом, с пятнами, то потом, когда вы переходите в детализацию, и у вас есть уже вот эти вот наработанные паттерны, то вам становится намного проще прорабатывать автоматически всю эту историю довольно эстетичным способом. Конкретно, что это значит? Это значит, что вам нужно сформировать на своем листе в скетчбуке некоторые пятна, а потом эти пятна детализировать. Но вот смысл таков, но происходит обычно наоборот. Когда вы рисуете какую-то свою задачу, это может быть человечки, архитектура, домики, зелень, животные, там все что угодно, нужно следить за тем, чтобы вот эти вот части рисунка, они распределились как пятна. Пятна — это, например, увеличение интенсивности черного оттенка. Ну, я работаю в черно-белой графике, и это увеличение интенсивности черного. Это может быть сделано еще на стадии рисунка, но обычно я делаю на самой стадии первичного наброска, первичного рисунка. Иногда делаю так, когда я примерно нарисовал уже все, что я хочу, и потом я хочу это все чуть-чуть доработать, и я приношу туда интенсивные тени. Беру и вот этими интенсивными тенями выделяю из общей массы рисунка вот эти вот характерные пятна. Или, например, в таком хаосе вот этого вот листа беру и подчеркиваю. Беру, подчеркиваю вот эти вот оконные проемы. Тын-тын-тын-тын, тын-тын-тын-тын. И вот здесь тын-тын, и вот здесь тенюшки, столбики, что является вот этой вот конструктивной схемой. И вот здесь. Ну, вот тут подчеркнул тем, что у меня тушь капнула. Рисовал, видимо, перьевой ручкой или параллелепеном. Если мы посмотрим на инструменты, которые дают такую возможность, то вот, например, параллелепен. Это очень хороший инструмент, и он позволяет проводить как такую тоненькую линию, так и такую интенсивную, широкую. И можно купить его и пользоваться. Он заполняется чернилами, тут внутри есть картридж, и можно заполнить его чернилами и радостно делать вот такую вот графику. Приносим и делаем какую-то штриховку. Тын-тын, простыми легкими движениями. Ничего сложного. И таких инструментов у меня целая охапка, почти в каждом видео про них рассказываю. Вот это вот, например, параллелепен японской фирмы Пилот. Вот такой вот. У него толщина, сейчас покажу, 3,8 мм. Вот она. Или самая дешевая перьевая ручка, 147 рублей. Вот такая. Как называется? Вот так. Ну, она достаточная для того, чтобы что-то рисовать, пока я не купил себе нормальную ручку. Или линеры Микрон, например, с таким жалом. Вот такое оно и вот такое оно. Pigma Graphics 3, если ничего не путаю. Ну, конечно, перо. Пером наиболее эстетичные рисунки получается. Или, например, вот эти линеры Сакура, нет, Стабила, да, Стабила. Ну, и этот набор постоянно меняется. То есть мне, в принципе, все равно, чем рисовать. Я рисую и с помощью кофе. Беру чайную ложку, окунаю в кофе и делаю скетчи. Не такие изощренные, утонченные, но вот такие вот просто. Смысл в том, что используя вот этот вот подход, эти основные моменты и вот это вот эту вот идею, парадигму, вы можете создавать привлекательные рисунки с помощью всего, что у вас есть под рукой. Давайте я полистаю немножко скетчбук, чтобы было понятно, как в материальности выглядит вся вот эта история.
Одна страничка графичная, симпатичная, другая страничка графичная, симпатичная. Вот здесь графика становится уже более изощренной. И посмотрите на детали. Сейчас покажу. Вот такие формы, они все равно построены из супер простых элементов. То есть изощренность графики появляется за счет некоторых компонентов, логик, про которые я говорю. Без них эта вся история не очень хорошо работает. Но если использовать то, что я говорю, то, видите, не прорисовывая особо, можно добиться общей графической эффектности, если вы правильно располагаете элементы на листе и также прочие вводные, которые я даю обычно в моих видеоуроках. Максимально подробно об этом можно узнать на моем сервисе Boosty. Там, где прям пошаговые алгоритмы, типа делай так, ручку ставь туда, ножку ставь туда, перышко бери, вот тут вот проводи. Это на моем сервисе Boosty, внизу ссылка в описании к видео и в шапке профиля. Переходите, подписывайтесь. Незачем биться головой об стену, если вам подходит мой стиль графики. Он на основе итальянской техники проектной, потому что я очень много практикую в Италии, то есть смысл подписаться. Если интересно, кто я, что я, то вот обо мне информация. Отдельно сделал листик такой, в котором можно все это радостно прочитать. Если интересно подробнее, можно поставить на паузу. Обязательно пишите в комментариях, понятна ли вот та информация, которую я даю, и обязательно старайтесь пробовать. Если делаете подход, как в спорте, ну, по правильной методике, ну, по практичной. У меня практичная методика, вот ее результаты, как бы, вот то, что есть, то все получится. Хорошего дня. Всем чао-чао. Пока. Меня зовут Эдуард Кичигин. Чао.